Вот уже начинается весна, потихонечку люди просыпаются, хотят работать, а техника не хочет работать. Поэтому сегодня пришел у меня в ремонт культиватор Brada BD 850. Двухскоростной, 2 вперед, 1 назад. Но проблема в чем? То, что заводится, не реагирует на газ. И то есть в этом вся проблема, как бы. У меня предположение, что это карбюратор. Воздушный фильтр. Сразу смотрю, фильтр вроде как не родной стоит. Ну, пошел потихонечку. Снимаю карбюратор. Так, хомутик стоит здесь хорошенький такой. Так, вот получается, все стоит на герметике. Вот это вот вообще лишнее. Здесь он вообще не нужен, этот герметик. Ставится чисто на прокладке. Вот. Карбюратор, скорее всего, я посмотрю попозже, но сейчас поменяю на новый. Ну вот тут видно так, что он уже аж заслонка проржавела. Вот. От времени. Так, а что тут у меня стоит? И вот эту штуку тоже снимаю сейчас. Она тоже сломанная. Штука не хватает. Сейчас буду ставить другую. Так, пока нацеплю карбюратор, чтобы висел. Буду ставить карбюратор. Есть. Прокладка это. Снимаю я ее. Сейчас буду все новое ставить. Получается, что вот все есть. Переходник, прокладки новенькие, карбюратор. Вот что сломанная старая, вот этот вот герметик, это вообще нельзя ставить на герметик. Тут каналы есть, то есть может быть из-за этого все позабивать и перестанет работать. Поэтому вставляем прокладку. Так, как она у нас останется? Это не так, она вот так вот. Нет, не похоже. Вот так она все-таки. Все, это поставил. После этого ставится переходник такой, или адаптер, как он правильно это называется. Кто знает, поправьте в комментариях. Все, есть. Теперь прокладка с отверстием таким двумя. Одно больше, одно меньше. Так, это не так. Мне становится не нравится. Так, тоже плохо. Так. Вот так вот пробуем. Ну так самое больше подходит вроде. Так. Новый. В упаковке был. Так, что-то там. Вот так мы поставим.
Флажок сюда. И теперь тяги. Так, это есть. Теперь эту прокладку наставится. Эти фильтра очень плохие, они забивают. Ну, кстати, можно даже... пыль. Поэтому... Ну, клиенту предложил поменять на другой, он пока не хочет. Хотя бы сейчас запустим его, посмотрим, что тут. Так, прижимаю хомутик на карбюраторе. Так, и закручиваю сам карбюратор. Запускать его сейчас. Открыл топливо. Очень часто получается, что вот эти карбюраторы, я, конечно, попробую почистить старые, но они в основном не поддаются ремонтам, эти карбюраторы. В основном их меняешь, и тогда он, культиватор нормально начинает работать. То есть бывает, что ты почистишь этот старый, он через какое-то время опять начинает то же самое. Поэтому только новый, плюс фильтр новый надо менять будет. Ну и бак, смотри, чтобы не ржавый был. Завел этот культиватор. Он начал отлично все работать. Единственное, что мне не понравилось в нем, какой-то посторонний шум есть, какой-то стук. Поэтому, что я хочу сейчас сделать? В любом случае, надо мне соединить двигатель и посмотреть, что в коробке какие-то, может, что есть какие-то серьезные поломки. Поэтому для этого я сейчас солью масло с коробки редуктора. Сливное отверстие, сейчас покажу, где оно находится. Вот здесь оно. Вот, здесь ключик на 14. И сейчас солью. Так, сливаю масло с редуктора. Ну, вроде такое, какой-то с мелкой такой стружкой, поэтому сейчас солью. Надо добраться в коробку, посмотреть, в чем там дело. Сил болты от коробки, теперь я буду пытаться отсоединить двигатель от коробки. Не хочет. Вот. Пошел. Так, ну вот. Вот. Что я вижу? Что вижу? Какой-то непонятный... Вот на... О. Вот это болмотание, похоже, и было. Звук. Подшипник рабочий. Посмотрим. Вот получается, как я понимаю, что шлицы просажены на этом. Что я могу в этом случае сделать? Ну, не знаю. Тут или искать коленвал. Коленвал новый. Но я смотрю, тут износа вообще никакого нету, поэтому это, наверное, скорее всего, такая посадка. Что мне в этом случае сделать, чтобы убрать шум? Можно вообще наварить на шлицы, но это как-то более неправильно. Наверное, скорее всего, ну, наверное, надо будет шлицы чуть-чуть расклепать. И потом прессом за муфту эту засадить на место. Поэтому сейчас покажу, как я это делать буду.
Так, все, достаю. И сейчас проверим, люфт есть или нету. Так, теперь люфт. Так, маховик у меня. Сейчас закручу по-быстрому маховик, чтобы уже точно проверить. Не понял. Так, шпонка на месте. Есть. Так, теперь у меня крыльчатка обдув охлаждения, обязательно ставить его. Так, такой обдув дает. Так, все, теперь проверю. Ну, вот смотрите. Никакого люфта и, соответственно, постороннего шума не будет. Сейчас буду собирать обратно его и проверю дальше. Сейчас я уже мотор собрал. И вот мне еще не нравится подшипник. Он рабочий, все крутится, но на него летела такая вот, это вот, когда шлицы вот било, получается, это вот как металлическая такая вот. И вот этот подшипник я хочу сейчас заменить. Угу. Кручу вот этот вот болтик, он под ключ на 10. Откручиваю и буду менять на другой подшипник. Так, вот открутил. Болтик аккуратно в сторонку пока. И сейчас снимаю подшипник. Он так не хочет сниматься. Просто по этому рычажку легенький удар. Все, снялся. Сейчас беру новый подшипник, здесь стоит 202 подшипничек. И меняю его. Легенький подшипник 202. Написано вроде Словакия. Ну, хороший. Никогда не подводили меня, поэтому все поставил. И теперь болтик обратно. Резьбовой фиксатор для надежности, чтобы болтик самопроизвольно не открутился. Его надо очень аккуратно зажимать, этот болтик. Я даже не знаю, пневмо, может, и не буду зажимать. Сейчас возьму трещоткой и буду с усилием чувствовать, чтобы не ломануть. Потому что помню, первые пару штук у меня было такие, что ломало, потом высверливал. И зажимаю этот болтик. Сцепление держу такой вот кочергой, чтобы не крутилось. Можно включить передачу еще. И поджимаю его. Все, зажал. Плюс для надежности я нанес клей. То есть у меня уже никуда в этом месте никуда не денется. Сейчас буду устанавливать мотор. Теперь что у меня осталось? Еще раз проверяю. Сцепления уже стука нету. Теперь я обезжириваю посадочное вот это. Наношу герметик, новую прокладку. И буду ставить двигатель на коробку. Так, герметик наношу. Так, есть. Сейчас еще раз наношу герметик. Все, а теперь выставляю сцепление. У меня зубец будет сверху, и соответственно там, потому что у меня уже муфта не снимается, но с двигателя плотно стоит, и там аккуратненько сейчас начну все это попадать. Так, выставляю сцепление еще раз, и сейчас я должен попасть аккуратненько все это. Оп, все, доскочило. Теперь быстренько болтики, хотя бы один, чтобы никуда ничего не убежало.
Ну, вот, конечно, тяжело его ловить, тот звук, который был раньше, а который есть сейчас, но он сейчас ровненько работает, ничего не стучит, никакого постороннего звука нету. Поэтому этот ремонт как бы вовремя я сделал. Еще плюс тут не хватало масла в коробке, я сейчас его долил. В этой коробке где-то литр 600. Поэтому такая вот нехитрый ремонт.